Джон Рокфеллер сказал: «Я готов отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого. А ты готов?» Да, готов. Меня зовут Дмитрий Алексеев, я из Владивостока, из компании ДНС. Это сеть электроники и бытовой техники. У меня не было никогда такого состояния, когда там нужно было прям привлекать большое количество денег. Либо был богатый папа, либо мохнатая лапа. В 90-е экономика была сильно серая и черная. Ты либо занимаешься бизнесом, либо гуляешь. Один из сотрудников получил 8 лет лишения свободы. Бизнес, купил себе корочку депутата, потом стал губернатором в правительстве, тюрьма. Счастье, оно не зависит ни от нулей, ни от позиций в списке. Сколько стоит одежда, в которой вы пришли? Фирменная футболка продавца в компании ДНС. Она мне досталась по блату. Мне ее подарили. Простые штаны. Думаю, что не очень дорого все. Я вот совсем не фанат шмоток. Я вообще считаю, что, конечно же, предприниматель должен самовыражаться через собственный бизнес. Да. И, собственно, джинсы стоят там 5 тысяч, или 3 тысячи, или 8 тысяч. Ну, какая разница? Самая дорогая вещь, которой вы владеете, это? Самая большая моя трата в жизни, это я вот вкладываюсь в то, что в Владивостоке сделать, в общем, небольшой парк. Но это там какие-то там довольно большое количество миллионов. Там проект стоит, с товарищами скинулись, где-то в районе 100 миллионов, это приличная трата. Я денег на себя трачу очень так скромно. А по московским меркам, так я думаю, совсем скромно. Квартира в Владивостоке, она, конечно, хорошая, в центре города, но я ее успел купить еще, когда не закончился предыдущий кризис. В начале 2000-х это стоило $600 за квадрат. Сейчас, понятно, все дороже стоит, но, в общем, меня это полностью устраивает. Мне не понимаю, зачем нужно что-то другое. Машина у меня тоже хорошая, как японская, Toyota. Когда начинать бизнес было проще? В 90-е или сейчас? То, что в 90-е экономика была сильно серая и черная, это плохо. И то, что нельзя было, прям не существовало алгоритмов работать в белую, это прям плохая история. Но действительно рынок был свободней. И здесь даже, наверное, важно не 90-е, а здесь есть общее правило, что бизнес проще делать тогда, когда экономика растет. У нас просто последние 10 лет экономика не растет. И поэтому, соответственно, естественно, это тяжелее сделать. Компания ДНС когда-нибудь работала по серым и черным схемам? В начале 2000-х было просто невозможно работать в белую, потому что существовал НДС, одновременно налог с продаж, еще 100-500 каких-то там налогов, о которых даже названия никто не знал. Слушайте, в магазинах доллары брали, понятно, которые не могли ходить. И, конечно, это все было достаточно такое серенькое. Если грубо говорить, то можно сказать, что все равно какие налоги, большие или маленькие. Если их все платят, то без разницы. А тогда их никто не платил. И ты не можешь быть белой вороной и платить. Ты либо занимаешься бизнесом, либо гуляешь. Да. Вы можете что-то выдумывать и обходить только локально, когда вы непосредственно сам этим делом рулите. Когда у вас большая сетка и то, что происходит в каком-нибудь Ленске, который находится очень далеко и туда непонятно как добраться, там можно работать только по правилам. Либо не работать вообще, потому что вы не сможете обеспечить эти все сложные закономерности, двойную бухгалтерию, тройную. Просто все развалится, либо растащат свои люди. И поэтому, конечно, если бы бизнес не обелился в 2000-х, то нельзя было бы построить сеть, мы просто не смогли бы ее управлять. Почему люди считают, что большие деньги невозможно заработать честно? Я думаю, что, наверное, это связано с каким-то общим атмосферой недоверия. Наверное, на бытовом уровне воспринимается, что раз кому-то это удалось, значит, что-то не так. Либо был богатый папа, либо мохнатая лапа. И, наверное, это бытовое восприятие, раз у меня не получается, то тогда у других, наверное, что-то нечисто. Наверное, здесь какая-то логика.
Где вы взяли деньги для старта? У меня там прекрасный папа, он был деканом факультета радиоэлектроники и приборостроения, и то, что он в меня вложил, это, конечно, любовь к компьютерам. Я научился программировать тогда, когда еще большинство людей не особо видело компьютера в глаза и не знало, что это такое. Я случайно оказался в бизнесе. Я не собирался никогда заниматься бизнесом. Я компьютерщик, я пытался добраться до более качественных и мощных компьютеров. Мы занимались системной интеграцией, то, что это сейчас называется. Многие эти проекты не требовали денег больших. Были готовы заказчики на предоплату в большой части. И у меня не было никогда такого состояния, когда там нужно было прям привлекать большое количество денег. И когда мы начали розничный бизнес в 1998 году, у нас уже были какие-то деньги, которых хватало для того, чтобы развиваться. Так вот, копеечки зарабатывали. Ну, там один магазин, потихонечку зарабатываешь на другой магазин, потом на третий, и так поехали. В вашей компании случалось воровство? Не скажу, что это прям какая-то массовая история, но бывает, да. Но мы не терпим, мы нетерпимо относимся. Иногда бывают такие штуки, что ну да, там есть какой-то там жуликоватый чувак, но зато он такой чувак, что типа с этим можно мириться. У нас нет. Если есть какие-то нехорошие дела за ним, то однозначно мы как минимум расстаемся. Ну, как максимум, наверное, самое большое у нас, вот один из сотрудников получил 8 лет лишения свободы. Украл много денег. Прям очень неприятная для меня история, но вот такое тоже бывает. Вы были на протестных митингах в конце января. Зачем вам это нужно? Я уверен, что каждый гражданин, каждый человек должен какой-то процент своего времени тратить на общественную жизнь. Например, формировать запрос на изменения, запрос на развитие. В России есть проблемы и с госуправлением, и с перспективами, и мы могли бы быть гораздо большей страной, больше реализовывать свой потенциал на пути развития и прогресса. И это требует определенной демонстрации, в том числе и гражданской позиции. Я ходил в футболке мы Иван Голунов, да, потому что мне казалось это важно. И да, я в том числе я хожу наблюдателем, потому что мне кажется, что институт справедливых, честных выборов, то, что называется, это должен быть работающий институт, а когда он разрушается, вот институт за институтом у нас разрушается. То есть суд, мы не уверены в том, что он будет оптимальным. Это плохо. Мы не уверены в том, что избирательная система адекватно отражает мнение граждан. Это тоже плохо. И это такое отступление назад, которое мешает стране развиваться. Мне это не нравится. Вы не боитесь, что ваша позиция навредит бизнесу? И были ли сигналы? Может, кто-то звонил? Мне кажется, что это тоже такое несколько... Я не понимаю, откуда вообще такой вопрос возникает. Это какой-то, наверное, на уровне самопугания. То есть людям кажется, давайте не будем злить начальство. Хочется жить в стране, в которой есть не начальство, а государственный менеджмент. Да, мне, например, зачастую в социальных сетях неприятно бывает читать отзывы разгневанных покупателей. Как бы ни было это неприятно, но это нужная обратная связь, которая позволяет нам улучшаться, разбираться в своих проблемах и выстраивать структуру объективнее. Мы научились, и я научился к этому относиться с пониманием. И вот этот опыт, мне кажется, и нужно проецировать и в гражданскую жизнь. Это нормальная ситуация, когда люди выходят и демонстрируют свое отношение. Просто взяться за руки и говорить «спасибо, батюшка, за наше счастливое детство», это же бестолковая идея, ни к чему не ведет. Готовы ли вы идти в политику серьезно? Думаю, что нет, потому что крамольную мысль скажу, что на самом деле возможности для самореализации и для творчества в ДНС гораздо больше, чем... и масштаб в ДНС, в общем-то, побольше, чем у губернатора Приморского края или у мэра какого-нибудь города. Там непонятно, зачем туда идти.
С одной стороны. С другой стороны, есть куча других более талантливых людей, которые к этому имеют больше предрасположенности. Вот что же у нас там все в России как-то вот меряется, что какая-то единая магистраль, это ты должен там, да, вот пройти там все, бизнес, купил себе корочку депутата, потом стал губернатором, в правительство, тюрьма. Не знаю, в какой-то в разной последовательности. Мне кажется, что нету вот этой вот траектории. Во-первых, траекторий много. Никто же не ходит к Маску или Биллу Гейтсу и говорит: Билл, старина, ты уже Microsoft все сделал, давай пойдешь, будешь президентом. Хотя это тоже, наверное, не исключается, но нету вот этого детерминированности. Я не понимаю, почему у нас она должна быть. Я хочу быть предпринимателем. Успешный бизнес обычно базируется в Москве. Вы исключение. Почему? Находясь офисом в Владивостоке, у вас очень быстро пропадают иллюзии, что вы можете всем непосредственно руководить. Вот когда у вас офис в Москве, и вам кажется, что вот вы в центре страны, даже практически в центре мира, то можно пытаться раздавать инструкции, что там магазин открой, туда витрину переставь, там, пожалуйста, еще что-нибудь сделай. Это вот такая вот трансляция практик общероссийских. Когда ты находишься в Владивостоке, то у тебя этих иллюзий, что ты чем-то можешь управлять, очень быстро не остается. И ты понимаешь, что нужно выстраивать систему управления, заточенную на то, чтобы много прям задач делегировать на места, чтобы там принимались решения. Поэтому, мне кажется, это нам помогает. Москва мешает регионам? У нас такая страна, к сожалению, сильно централизована вот из одного места. Мне кажется, что это не очень здорово. Вообще Россия слишком большая страна, чтобы иметь вот такой один большой центр, чтобы всего из него происходило. Есть вопросы, которые требуют централизации, а есть вопросы, которые требуют делегирования. Даже бордюры теперь можно менять, и дороги какие-то там асфальтировать можно только в регионах, только в рамках какой-нибудь госпрограммы. И, очевидно же, что это вряд ли оптимально решать из Москвы, как нужно класть бордюры или асфальт в городе. Точно так же, как мы вот у себя в бизнесе, мы же не разбираемся, даже вплоть до того, как будет выглядеть магазин. То есть бюджет, есть возможность им распоряжаться, люди дальше сами догадываются, а мы уже делаем такую систему, чтобы люди, в интересах общего дела это делали. Вот так оно должно работать, мне кажется. Как вам удается конкурировать с платформами вроде Wildberries и Озон? Мне кажется, что мы как минимум доступнее, чем все эти игроки, потому что мы ближе к клиенту. Все-таки присутствие там Wildberries или еще кого-нибудь, оно довольно виртуальное, а мы можем закрывать практически весь спектр потребностей и сценариев покупки, от того, что просто забежал в магазин, взял, купил. Это, скорее всего, большинство людей в России живет так, что их ежедневные маршруты проходят мимо магазинов ДНС. У нас их там больше 2000. Какие качества отличают успешных предпринимателей? Действительно, в предпринимательстве из 1000 человек, которые ходят с безумными идеями, каким-то чудом 5 из них, предположим, везет, и у них получается. И момент везения действительно там очень большой. Я думаю, что те, которые вот тут сидят, и рассказывают, те люди в основном, которым повезло. Но с удачей тоже можно работать. Во-первых, надо быть активным. Под лежачий камень вода не бежит, как бы это ни банально звучало. Во-вторых, надо понимать, что удача – это не схватил жар-птицу за хвост, а это ступеньки. И если ты постепенно идешь, то от удачи к удаче, то будет все больше и больше получаться. Понятно, что там список Forbes, он просто ограничен, там все не будут, но это же совсем не самоцель. Счастье, оно не зависит ни от нулей, ни от позиций в списке.